Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И сегодня к нам в гости заглянул руководитель портала «Нефтекапитал». Это и большое серьезное СМИ, это и телеграм-канал, и все новости, касающиеся мира углеводородов, мира капитала, который концентрируется вокруг этих замечательных углеводородов. Все на портале «Нефтекапитал». Заглядывайте, подписывайтесь. Владимир Владимирович, вот сегодня не очень нефтяная тема, но нефть – это труба, трубы бывают разные. Конец года. Дежурная тема. 31 декабря в полночь украинский транзит превратится в тыкву. Что будет? Удастся ли сохранить его физически? Потому что договор – это юридические документы, это одно, а физическое осуществление транзита – это немножко другое. Там правила Европейского Союза, киевские власти договора Евроассоциации подписали, то есть там какие-то возможности для маневра были, они остались, они будут реализованы, или это уже ушло, надо было раньше договариваться. Вот. Что нас ждет в этом направлении? Трудно сказать. Последнее время эфир наполнен различными высказываниями, а также воплями по поводу того, что же будет с украинским транзитом. И я смотрю, понемножечку тональность начинает меняться. То есть от вот этого «нет, никогда, ни в коем случае, лучше смерть» до «ну, может быть, мы что-нибудь пообсуждаем». Причем это «что-нибудь пообсуждаем» началось не с Украины. А первыми-то захотели что-то пообсуждать те страны, которые этот газ получают на том конце, вот после Украины. Партнеры. Партнеры, да. Вот, например, сейчас Словакия как-то решила пообсуждать с Украиной, может быть, все-таки что-нибудь как-нибудь. А если, например, газ будет не российский, а это как? А вот, например, если вдруг до границы, до точки входа в украинскую трубу он будет российский, а на газоизмерительной станции, через которую он проходит и дальше оказывается на украинской территории, вот там он превратится в нероссийский. То есть какая-то словацкая компания его там у России, например, сразу купит, и транзитом пойдет уже не вот этот вредный, гнусный, тоталитарный, авторитарный, да, российский агрессивный газ, да, а добрый, пушистый, белый словацкий газ. И у него что-нибудь получилось, потому что информация об этом была, но вот она как-то будут вестись переговоры и Ну, я так понимаю, переговоры там ведутся с большим количеством участников, потому что украинский транзит штука такая интересная. С одной стороны, не хочется давать возможность России зарабатывать на своем газе, а с другой стороны, очень хочется получить российский газ, но так, чтобы он был все-таки не российский, а вообще без газа плохо. Вот вокруг этого как-то и происходят вот эти все переговоры с попытками найти какое-то решение, то есть чтобы было нельзя, но все-таки чуть-чуть можно, да, российский, но давайте не будем говорить российский, а может быть он будет не российский, в общем, давайте что-нибудь придумаем. То есть фактически сейчас начались обсуждения даже не вопроса, будет или не будет существовать газовый транзит, а вот эти все участники процесса подошли к тому, что давайте мы обсудим не то, будет или не будет он существовать, а как он будет существовать так, чтобы никому не было обидно. То есть и на елку залезть, и рыбку тоже скушать. И газ получить. Ну, на мой взгляд, у Словакии интерес есть. Они прямо сейчас получают здоровый опыт. Я имею в виду поставки словацкого газа в Австрию. Да. Совершенно верно. У Словакии наконец появился собственный газ, которым она наконец учится торговать. Причем мы уже привыкли к этим экзотическим словосочетаниям типа словацкий газ, потому что вот эти прекрасные словосочетания мы проходили еще в 2022 году, когда там в Европу поставлялась бельгийская нефть, например. О, я помню Latvian Blend. Latvian Blend, да. Ну, это вот, да, те самые знаменитые белорусские креветки и манго. Ну да. То есть, на всякий случай, если кто-то из зрителей не слышал, вот эта история о том, как австрийская компания ОМV блистательно победила в суде «Газпром», сообщила, что 237, по-моему, миллионов или 327, там какая-то такая серьезная сумма, мы газом заберем, молодцы. «Газпром» сказал, отличная мысль, только газа не будет. И газа не стало.
Ну, опять же, я припомню вот ситуацию, когда Россия сказала, что а теперь за газ будем рассчитываться рублями. И более того, даже, опять же, юридически предложила схему, которая позволяет делать вид, что вы рассчитываетесь за газ рублями. То есть вы в Газпромбанк платите долларами или евро, а Газпромбанк любезно переводит эти деньги в рубли, и как бы они оседают типа на ваших счетах. То есть как бы вы расплатились. Вы их уже, эти Да, рубли так вот, сдвигаются в «Газпром». да, тогда гордые болгары сказали, мы не будем платить за газ рублями, и, собственно говоря, перестали это делать. Все остальные вот сказали, ну да, мы согласны вот так платить рублями, гордые болгары сказали, что ни в коем случае. Но И выяснилось... они были не одиноки. Там. Да, они первыми на себе эту опробовали схему, они сказали, нет, мы не будем. Мы сказали, тогда не будет газа. А когда выяснилось, что все остальные начали платить рублями, болгары удивились, сказали, а что, так можно было? Ну, это болгары. Я понимаю, когда перестали платить рублями Венгрия, не Венгрия, простите, Польша, Прибалтика и Финляндия. Я вообще пытаюсь себе представить на месте вот политиков этих стран. 22 год, март месяц, начало марта, в Варшаву прибыл мистер Байден. Мистер Байден заявил, что намерен бороться с Россией и доведет ее до того, что она вернется в границы 19 века. Через 2 недели после этого Владимир Владимирович подписывает указ «Газ за рубли». Я представляю, какая-то мастерика была. То есть один говорит, что впихнет нас в Россию, этот навязывает нам рубли. Не-не-не. Я их понимаю. Вот Болгарию вообще не понять. Загадочная страна. Я, кстати, пытался сосчитать, от скольки проектов в энергетике с Россией она успела отказаться. По-моему, чемпионская планка. Продлить магистральный нефтепровод «Дружба». Отказ. Построить Южный поток. Отказ. Построить атомную электростанцию. Отказ. Ну, теперь еще газ за рубли тоже. Я отказ. напомню, на что они согласились. Отобрать у Лукойла НПЗ в Бургасе. Вот тут они согласились. Кстати, а чем закончилась эта история? Пока ничем не закончилось, процесс отбора завода продолжается, пока ему обрезают нефть. У Болгарии, по-моему, было исключение на поставки российской нефти, но в этом году закончилось. Да. Период завершился. Кстати, те, кто находился в стадии этого исключения, это исключение себе продлили. Та же самая Чехия, например. Это не морские поставки. Исключения из морских поставок были только у Болгарии. Я к тому, что гордая Болгария говорит нет на все российское. А те, кто понимает, что как-то плохо без российской нефти, они приходят к своим партнерам по Евросоюзу и говорят, мы очень мы прям за вас, но если вы нам обеспечите нефть в таких же объемах, как Россия, по такой же цене, и с таким же химическим составом. Да, мы тогда откажемся от нефтезавод. Поставок с большим удовольствием. Нет, тогда исключение. Венгрия ведет себя по-разному. Они нашли еще один механизм. Вы изготовили очередной пакет санкций. Мы не накладываем право вето, если вы забываете об этой трубе. Вы уже забыли? Да, хорошо, мы подписались. У всех свои интересы. Кушать-то хочется. Дружная европейская семья, мир, дружба, жвачка, жвачка, жаба, уж, и так далее. Да. Хорошо. То есть здесь мы просто ждем. Да, просто ждем и, запасшись попкорном, с интересом наблюдаем за переговорами о том, как российский газ будет идти транзитом через Украину. И российский ли? Он будет российский, а вопрос, как он будет при этом юридически называться. С чьим паспортом будет проходить метан? Там был даже вариант в октябре. Господин Алиев, президент Азербайджана, озвучивал информацию о том, что ведутся тройственные переговоры о том, чтобы российский газ стал азербайджанским. Как бы экзотика. Понятно, что у Азербайджана лишнего газа нет и ни малейшего желания гонять его крюками для того, чтобы он попал в Европу, тоже нет. Более того, Алиев, по-моему, на прошлой или позапрошлой неделе прямо подчеркнул, прям красной ручкой 2 линиями, что российский газ через Азербайджан в Европу не поставляется. Это отдельная тема, сейчас коснемся. А вот этот крюк, азербайджанский газ через территорию России попадает в Европу. Дичь полнейшая, но Азербайджан не присоединился ко всем антироссийским рестрикциям, соответственно, имеет полное право приехать в гости в Москву и купить огромное количество российского газа. И, заплатив соответствующую сумму, сказать, что я хочу, чтобы этот газ ушел вот по этому маршруту.
А после того, как Азербайджан купит соответствующее количество газа за соответствующую сумму, кто может назвать этот газ российским? Все, и, соответственно, сотрудники Сакара возле трубопровода будут раздавать паспорта, вот, те гражданства. Каждой молекуле. Каждой молекуле. Вот, все будет аккуратно. Но он информацию вот об этом дал в октябре, и опять тишина. Понятно, что сейчас время такое, что не вся информация попадает в открытые источники, а то, что попадает, далеко не всегда правда. То есть, ну, здесь будем смотреть. Есть вот словацкий вариант, есть такой вариант. На всякий случай, будучи человеком совершенно нетолерантным, напоминаю, что во всей этой истории с транзитом российского газа через территорию подконтрольную Киеву, я считаю, что должна быть моральная составляющая, но это мое личное мнение, оценочное, я на него имею право. И напоминаю, что есть еще одна юридическая проблема, чьим бы этот газ ни оказался, словацким, венгерским, азербайджанским, словацко-венгерским, в любой комбинации, туркменским, чем угодно, там, хоть абхазским. Все равно возникает одна проблема, которую создали люди, работающие на улице Банковой в Киеве. Так или иначе, межоператорское соглашение должно быть подписано. С нашей стороны это «Газпром», он у нас оператор единой системы газоснабжения со стороны Украины, компания с замечательным названием «Оператор газотранспортной системы Украины». Молодцы, отлично придумали. Творческий подход. Вот, что бы ни было с самим газом, операторы между собой должны подписывать договор. Люди на Банковой написали то ли указ, то ли закон, я не знаю, как-то у этих атаманов там все это называется, запрет юридическим лицам, зарегистрированным на Украине, контактировать, вести переговоры, подписывать какие бы то ни было договоры, контракты с компаниями, зарегистрированными в России. Дело начинает пахнуть швейцарской дочкой. Ну, тут нельзя исключать. Можно я, кстати, за счет доверенности как-то все это. Но... А я напомню еще один важный момент. Российский газ через Украину как бы заходит через две точки. Это газоизмерительная станция Сохрановка, через которую Украина отказывается принимать газ, потому что она находится не на подконтрольной ей территории. И в связи с этим, поскольку они не могут контролировать, что происходит на этой газоизмерительной станции, они принимать газ через эту станцию отказываются. До какого-то момента газ шел через вторую точку, это газоизмерительная станция Суджа, которая находилась в Курской области. И пока она находилась в Курской области, Украина, тем не менее, принимала через нее газ, несмотря на то, что она была как бы на неподконтрольной Украине территории. Но с момента атаки ВСУ на Курскую область ГИС Суджа находится под контролем ВСУ. Ну, это отдельная история, юридически такая запутанная. Когда в 2022 году оператор газотранспортной системы Украины заявил, что не будет принимать в Сохрановке, потому что форс-мажор. В «Газпроме» вежливо спросили, ну, может быть, вы докажете, что это форс-мажор? Вот. Мамой клянусь, ответили те. Не более того, то есть доказательств нет, газ не принимают, «Газпром» ежедневно размещает заказ на пропускные возможности Сохрановки, просто ежедневно получает отказ, бумаги копятся для того, чтобы нельзя было сказать, что «Газпром» нарушил какие-то обязательства. Вы не можете доказать, что форс-мажор, кто и что вам мешает сесть в автомобиль, приехать к этой газоизмерительной станции и посмотреть, что на приборах творится. Мы вам даже комнату выделим, как это было сделано в Судже. Рабочий кабинет, сидите, работаете. Но это отдельная история. С Украиной понятно. То, что уже сейчас произошло, вот в декабре месяце, это вздыбившееся Приднестровье и Молдавия. Для них прекращение транзита российского газа через Украину, это действительно... Ну, это трагедия. Собственно говоря, они уже ввели чрезвычайное экономическое положение. По-моему, Приднестровье ЧС в экономике, в Молдавии ЧС в энергетике. Вот как они будут выкручиваться из ситуации, я до конца не понимаю. Вроде бы какие-то запасы у них в ПКГ есть, и вроде бы они могут дотянуть до конца января. То есть опять... Возникает вопрос, а что дальше? Что дальше и какой будет зима, ну, предсказать никто не может. Может оказаться действительно все тяжело. И, казалось бы, на этом вот молдавская трагедия заканчивается, но на самом деле нет. Потому что если посмотреть на электрические сети юга
Одесской области и территории Молдавской Советской Социалистической Республики, это было единое целое. Там линии класса до 110 киловатт, переходящих из одной территории в другую, просто огромное количество. Ну, соседние села, небольшие городки, все это никаких затруднений не вызывало. Сейчас вызывает. Для того, чтобы Одесса и Одесская область были обеспечены электроэнергией, есть две подстанции. Запитывались они тоже от Молдавской ГРЭС, а наша Приднестровская ГРЭС по-разному называют. Сейчас оттуда электроэнергия не идет. И после пятницы 13-го на всей территории подконтрольной Киеву с электроэнергией уже все в порядке. Все ограничения по поставкам в Киеве сегодня с утра уже сняты, то есть все смогли отремонтировать, кроме Одессы. Там график отключения не исчезает, потому что всегда на выручку приходила Молдавская ГРЭС, сейчас она этого сделать не может, то есть ей надо самих себя каким-то образом обеспечивать. То есть такая невеселая история, будем следить, мне судьба Приднестровья дорога по самым разным причинам. Ну, эту трубу оставим. В какой трубе пойдем еще? Конец года? Ну, у нас много интересных труб. Ну, может быть... Американец, покупающий... Да, вот как раз про ту трубу, которая на слуху. Американец, покупающий Северный поток. Мистер Линч, очень непростой американец, очень много работавший с Россией, покупавший огрызки ЮКОСа, продававший огрызки ЮКОСа. То есть он более-менее представляет, что в России представляет. Он действительно обратился к своему правительству. Под санкциями находится Северный поток-2, но швейцарская компания Nord Stream 2 AG заявила о прекращении своей деятельности. По швейцарскому законодательству должна пройти через процедуру банкротства. Дважды начало этой процедуры откладывали, третий раз откладывать уже не могут. Финиш должен наступить, по-моему, в конце января 2025 года. Хотят этого швейцарцы или нет, они обязаны будут начать судебный процесс по делу о банкротстве компании Nord Stream 2 AG. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И вот что будет? Разрешат ему? Интересный вопрос. Мистер Я Линч бы не разрешил. прост. Мистер Линч не прост. У нас журналисты выяснили, что в пору предвыборной гонки в Соединенных Штатах он внес достаточно серьезную сумму в копилку мистера Трампа. И, может быть, сейчас Министерство энергетики США не будет рассматривать его заявку, но в конце января, раз уж так все совпадает, там надо начинать дело о банкротстве. Здесь мистер Трамп займет, наконец, вот новый президент. Вот, не исключено. Я бы разрешил, если честно. Тут интересная складывается ситуация. В России газ есть, а в США тоже газ есть. Россия поставляла газ в Европу. Ну, сейчас США поставляет газ в Европу. А что если господин Линч купит Северный поток 2? Ну, там, конечно, придется вложить определенные средства в его там, ремонт. Я на всякий случай поясню, почему будет просто с Nord Stream 2 AG и, соответственно, Северным потоком. Ровно один акционер, «Газпром». В случае Северного потока 5 совладельцев, там все будет сложнее, здесь вот все чистенько и аккуратненько. «Газпромовская труба», «Газпромовская компания» пошла на банкротство, чего бы не купить. Ну, а дальше это все можно починить, а дальше, собственно, по этой трубе может же потечь американский газ. А как, спросите вы, а я отвечу, мы только что это обсудили применительно к украинскому транзиту. То есть газ становится американским, вообще великолепным. При этом американская компания или какую компанию там предложит Линч в качестве владельца Северного потока-2, неважно, будет выполнять указ Владимира Владимировича «Газ за рубли». Трубопроводный газ продается только за рубли. А до этого Владимир Владимирович и мистер Трамп, встретившись там на коротке, обсуждают: ну, у тебя есть газ, у меня есть газ, у Европы газа нет. Какую цену мы им выставим? Ну, с ценообразованием это отдельная история, но на самом деле одна из причин, почему никто, собственно говоря, не пытается взяться за ремонт того, что взорвали, пьяные украинские водолазы, вот мне очень нравится версия. Или трезвые профессионалы? Не. Все уже решили, это вот там 3 украинских пьяницы собрались, нырнули, взорвали. Это, возможно, даже случайно. Абсолютно правдоподобная версия, ей нужно верить.
Одна из причин, почему никто ремонтом не занят, мы, наверное, уже многие из нас забыли, что так и не был сертифицирован «Северный поток-2» под изменившееся положение третьего энергопакета. Пресловутый анбандлинг: если ты владелец трубопровода, то ты не имеешь права поставлять свой газ в объеме больше, чем 50%. На вопросы со стороны «Газпрома», когда начиналось строительство, когда было принято решение об инвестициях, правила были другими, вы их меняете на ходу, вы нарушили права инвесторов, вот он, целая пачка ваших же евросоюзских законов, которые вы нарушаете. А в ответ мы слышим: вы не понимаете, это другое. Ну и когда они уже окончательно перестали кто что слышит, где что другое, раздался взрыв. Вот, пьяный аквалангист упал, взорвал и уплыл. Если за сертификацию возьмется мистер Линч, есть шанс. Определенно. Определенно. Может быть, ему пойдут навстречу. Не исключено. Не исключено. Ну, получается, он умеет превращать российские тоталитарные молекулы метана в американские молекулы свободы. Дэвид Копперфилд отдыхает. Ему такие фокусы недоступны. Версия была у нас в нашей отечественной прессе, обсуждалась, что тем самым Америка будет контролировать поставки российского газа. Будет контролировать Россию. Она вот с реальностью совпадает? У меня столько просится комментариев, аж дух захватывает, но я боюсь, что в эфире это произносить нельзя. Нет, так вот я сейчас попробую корректно. Кто бы ни был владельцем трубы, если он желает, чтобы труба была наполнена газом, нужно будет выполнять условия указа Владимира Владимировича Путина от 31 марта 2022 года. Газ за рубли, неважно, американец ты, гордый друг австралийских степей, кто угодно. Будут рубли на счету «Газпрома» – будет газ. Не будет – не будет. То есть, на мой взгляд, если вот эта комбинация состоится, то это дополнительный контроль Соединенных Штатов, но не за российским газом, а за экономикой Европы. Ну, скорее да. Мне так почему-то кажется. Ну и, опять же, прямой контроль за огромное количество металлолома, которое сейчас расположено на дне Балтийского моря. Ну, успехов мистеру Линчу. С нетерпением ждем результатов и с волнением следим за его, так сказать, и инвестиционной деятельностью. Ну, на самом деле, то есть мы сейчас вот по этой трубе газ в Европу не поставляем. Если появляется некий народный умелец, который сумеет в эту трубу наш газ отправить, заплатив нам рублями, ну пусть себе работает. Будем аплодировать. Если он не будет работать, не будем аплодировать. Если он по каким-то причинам прервет поставки, ну, пусть прерывает. Вот сейчас 0. Если будет больше 0, уже будет неплохо. Уже хорошо. Тем более, что за ремонт он намерен браться сам. Вероятнее всего, тех же украинских аквалангистов наймет. Им все равно, что над ним в Балтийском море делать. Вы и чините. Ремонтировать, взрывать они все умеют, я в них верю. А волшебное свойство синей изоленты еще никто не отменял. Спасибо. Разобрались немножечко с трубами. Всем спасибо за внимание, вам спасибо за визит. Спасибо. До свидания.